Привет, дорогие друзья! Вы знаете, что Майдан в Украине не мог быть купленным, потому что не могли же купить миллионы людей. Вы знаете, что Америка ни копейки не вливала в свержение Януковича? Остановитесь! Конечно же знаете, если вы читаете правильную прессу, вы об этом знаете. Я наткнулся на интересный материал The Politico. Politico на самом деле... в определенное время смотришь, как вроде они просыпаются. Что-то начинают такое внятное говорить, но, по всей видимости, знаете, как СМИ, это же люди, и там работают определенные люди. И вот вышла статья о том, что Джеффри Сакс получил жесткую ответку, красивую ответку. Наконец-то ему попался оппонент не по зубам на итальянском телевидении. Американский экономист Джеффри Сакс, яростный критик западной политики в отношении России, встретился с достойным соперником в телестудии на прошлой неделе. Карло Календо рассказал изданию Politico о разгоревшемся по всему миру скандале. Да, Politico говорят о том, что это сейчас обсуждают просто везде. Джеффри Сакс был буквально загнан в угол. Да что там загнан? Поставлен на колени на итальянскую гречку. Решительный ответ Календы, в котором он прямо обвинил Сакса во лжи об участии США в революции Евромайдана, привлек широкое внимание, включая Мартина Зальмайера. Вот Мартин Зальмайер ответил, видите, на это. Некогда самого влиятельного чиновника Европейской комиссии. В видеоролике Сакс явно ошеломлен резкостью опровержения Календы. Сакс просто повержен, и он не знает, что ответить. Я же захотел посмотреть на это. Я уверен, вам тоже это будет очень интересно. Джеффри Сакс – это не просто выдающийся экономист. Это человек, который работал с правительствами разных стран, в том числе Восточной Европы. Это с 90-х годов. То есть он точно знает, о чем он говорит. Ну и плюс этот человек лично присутствовал на Майдане. И присутствовал на Майдане не просто как какое-то частное лицо, прохожий, а присутствовал вместе с теми, кто, собственно, и выдавал бабки. Вот что самое интересное в этом. Календо, я очень удивлен и очень польщен тем, что такие люди, как Энн Эпплбаум, а также многие профессора и журналисты репостнули эту статью. Люди устали слышать в западных СМИ высказывания людей, которые искажают факты, лгут, распространяют пропутинскую пропаганду. Вот. Журналисты зачастую не говорят им то, что вы говорите, фактически ложно. Усталость испытывают сторонники либеральной демократии, глубокую усталость от того, что люди ездят в Москву, посещают мероприятия с участием таких людей, как Дугин, и, возвращаясь там, что-то там рассказывают здесь, у нас, на европейском нашем телевидении. Историческая встреча Сакса и Календы. Noi ci siamo letteralmente dal 2014 in poi calati le braghe. Tanto che quando la Russia ha attaccato nel 2022 noi avevamo una dipendenza energetica dal gas russo gigantesca. Come non facevamo affari con la Russia? Facevamo solo affari con la Russia. Noi avevamo un presidente del Consiglio che dormiva nel lettone di Putin. Президент их спал в одной постели с Путиным, можно сказать. Мы потеряли достоинство, говорит он про Европу. Мы потеряли достоинство, потому что постоянно ездили там в Россию, понимаешь, там, и рассказывали о том, как важно с Россией иметь дела. Да, он потом в интервью в Politico рассказывает то же самое, что смотрите, они ездят, участвуют в мероприятиях российских, а затем возвращаются сюда и получают эфирное время для распространения путинской пропаганды. Это неприемлемо. Но на этот раз профессор Сакс столкнулся с контраргументами. Ну и журналист Politico говорит, может быть, правильно не давать им вообще возможности участвовать в дискуссиях. Смотрите, это очень правильно, я считаю. Очень правильно. Приезжаешь в Европу и смеешь говорить что-то, что не нравится в Европе. Да ну нафиг. Убрать их вообще с дискуссии. Но он говорит, нет. Не. Я либерал, говорит. Либерал. Поэтому им можно давать возможность участвовать в дискуссиях, но надо их титровать правильно. К примеру, журналист, который со временем занял позиции, близкие к России, и который несколько месяцев назад принял участие в форуме будущего 2050, организованном Дугиным, идеологом, который считает Запад деградирующим и считает, что Россия должна возродить имперские ценности, зрители должны это знать. Это говорит этот Календула, что вот так вот надо титровать людей,
потому что он ездил в Россию, вот это вот все надо таким титром, просто чтобы предупреждать, что это, возможно, распространитель путинской пропаганды. Ненавижу этих тварей, которые вот ездят в Россию, знаете. И самое главное, ездят в Россию, там дальше Календула скажет, после 2014 года. И вот я смотрю, вот мероприятие 2016 года, Россия, Италия, сделано с Италией, о, здесь знакомые лица, ЙОПРСТ, министр экономического развития Италии, как раз-таки Календула этот. Вы можете себе представить? Это же было после 2014 года, Крым уже тю-тю, а он поехал в Россию, но, наверное, с обличительной речью. Еще смотрю, смотрите, еще. Это уже 17-й год. И здесь опять я нахожу Карла Календулу. И Календула, оказывается, у него вот цитата. «Для нас Россия является ключевым партнером в области энергетики. Более 40% газа и более 20% нефти Италия получает из России». А вернемся теперь к тому, как вот этот вот, который критикует тех, кто ездил в Россию, рассказывает сейчас. Più di così di diplomazia, e con la Cina ne vogliamo parlare. La dottrina europea del commercio, io sono stato nel Consiglio del Commercio per 5 anni dell'Unione Europea, era addirittura riconoscere lo status di economia di mercato alla Cina, che non lo è mai stata. Огромная проблема для нас, понятно, для европейцев. Сейчас-то он сидит уже в Европарламенте, насколько я понимаю. Да? Ну, то есть они никогда не уходят. Это ж как вот уже ты никуда от этого не уйдешь. Нужно фермером становиться или еще. Нет, руками двигать, болтать языком и на этом зарабатывать деньги. Смотрите-ка, Китай признали рыночной экономикой. Позорище, а? Il problema dell'Europa è stata la carenza di autonomia nel dire, signori, qua questi ci stanno sfruttando commercialmente, Putin è un fascista imperialista aggressivo che va contenuto. Ma io c'ero lì, ci sono andato, è stato l'errore della mia vita, l'ho detto pubblicamente. Per fare 4 business siamo andati a San Pietroburgo ad omaggiare questo delinquente, facendo finta di niente. А, так он ради бизнеса просто. Ну, он же как раз тогда мог и заявить, что Путин террорист, преступник и убийца. Но он говорит, ради бизнеса, как бы я там был, но ради бизнеса просто он этого не сделал. А сейчас ты не можешь ради бизнеса болтать диаметрально противоположное, а? 16-й год. Сотрудничество с Россией должно основываться на доверии. РФ незаменимый партнер, подчеркнул в интервью министр экономического развития Италии. Незаменимый. Это просто сотрудничество с Россией является фундаментальным. Оно должно основываться на доверии, откровенности. Такой позиции мы придерживаемся в Европе. С экономической точки зрения, даже если торговые связи между нашими странами надежны и устойчивы, то санкции привели к достаточно серьезному сокращению товарооборота. К сожалению, эта тенденция продолжается, согласно данным за первое полугодие 2016 года. Именно по этой причине такие события, как сегодняшнее, поскольку мы прекрасно знаем, каков потенциал наших отношений, играют важную роль для преодоления любых сложностей и укрепления экономического взаимодействия двух наших стран. Так Россия же тогда эксплуатировала бедолагу Италию, эксплуатировала последние соки, пила с нее. Надо было сказать все-таки, что Путин преступник, да, тогда, когда ездил. Ma quale diplomazia? La Merkel pendeva dalle labbra di Putin. L'SPD tedesca Schröder era il presidente del consorzio del gas e tutto questo avveniva dopo la Crimea. Quindi noi abbiamo proprio calato le braghe. Prego. Я вот не могу понять, это он сам себя, то есть хлещет по щекам. Да мы спустили штаны. Так ты спустил штаны. 16-17 год, когда рассказы о великом сотрудничестве, это после Крыма. Это после Крыма. То 2 года после Крыма, то 3 года после Крыма. Мы спустили штаны, мы такие. Что ты вообще смеешь рот свой раскрывать? Sachs. Are you aware of the role of the United States? Conosce il ruolo degli Stati Uniti nell'aver rovesciato Yanukovych o no? Ma non è vero, ma io ero al governo, ma non è vero. Нет, это неправда. Это неправда, я был в правительстве, это неправда. США, оказывается, никакой роли в свержении Януковича не оказывали. Когда это говорил бы, к примеру, там, ну, ребенок или там какой-то там, я не знаю, человек, который просто вообще живет только телевизором, можно было бы поверить. Но он же врет. Он же отлично знает, что он врет. И делает это, смотрите как,
огненно так, по-итальянски, да? Gli ucraini non vogliono finire sotto. Yeah, definitely. Gli ucraini non vogliono finire sotto la Russia. No, non sto kidding. È una cosa proprio The destituita United States did not Gli Stati play a Uniti role. non hanno avuto No, un ma ruolo proprio nel rovesciamento di assolutamente. Yanukovych. Questa è la stessa teoria che usa lei sul vaccino che sarebbe sul Covid che sarebbe uscito da un laboratorio cinese e americano. Нет, США не причастны к свержению Януковича. Нет, это ложь. И говорят, Сакс был там как-то раздавлен. Сакс в шоке действительно был от тупости того, что звучит. И он этого не скрывал. Он говорит, это невозможно. Он несколько раз там за это интервью, я его посмотрел, говорил, это невозможно. Что? Sono cose, gli ucraini non vogliono finire sotto la sfera di influenza della Russia. Io ero nel Consiglio europeo che ha deliberato un accordo, che era un accordo, scusi, di associazione commerciale. Просто украинцы не хотят под Россию. Вот почему они свергли Януковича. И все. Это все очень просто. Это все. Если вы не верите мне, почитайте Reuters. Это говорит чувак, который министром был. Prego, senza sovrapporvi, prego, Sachs. It's incredible. È incredibile. You don't know how much the United States Non sa paid quanto gli Stati Uniti hanno pagato the overthrow. per il rovesciamento There, I saw di Yanukovych. Ero lì, l'ho visto. Io sono stato portato in piazza Maidan dalle persone che hanno pagato. I was there. Parlate in italiano? Grazie. Io ero... Senator. Now, Сакс был там. И он рассказывает, что его водили и показывали. Вот этому заплатили, вот этому. Ну, понятно, там обычно сотники, да, вы поняли. То есть сначала вообще главные, потом сотники, потом десятники и так далее. Ну и лохи уже просто там за еду и за идею, да. Сакс был там. А этот кричит, нет, это неправда. Он там не был. now it's my turn. Ma ora tocca a me, senatore. Prego. Prego, professor Sachs. You weren't there. Lei when I non was c'era around quando io sono stato portato in giro. Mi hanno spiegato, abbiamo dato 15.000 a questo, 20.000 a quest'altro. saying it didn't happen. Sta dicendo che non è successo, penso che che non non è l'ho mai sentito? Sì, penso che lei sta mentendo. Вы лжете. Вы лжете. Не могло такого быть. Саксер говорит, вот этому давали 15 тысяч долларов, вот этому там 20 тысяч долларов. Вы лжете, это ложь. Вот это аргументы, как там Политико говорит, которыми он просто разбил Сакса. Ну, Сакс не рассчитывал на то, что такие мощные аргументы будут, согласитесь. Esattamente come sul vaccino. E posso dire una cosa? Un attimo, uno per volta, prego. È odioso, è veramente odioso. Sarà odioso, ma io penso che lei fa... assolutamente. Si sta chiamando un bugiardo. Io penso che lei fa calma. propaganda putiniana. Dal 2014 al 2022 l'Europa è stata completamente dipendente da Putin per quanto riguarda il gas. Vabbè, Me lo questo l'abbiamo spiega quale capito. sarebbe la politica aggressiva dell'Europa nei confronti di Putin? Professor Sachs, prego. Путин. Почаще надо произносить фамилию Путин и побольше кричать, перекрикивать и перебивать Сакса. Вы лжете, нет, деньги не давали, вы лжете. Все. Как вам аргументация? Вот эта аргументация, это сейчас, вот такая аргументация чаще всего звучит в западном мире, в западной прессе. А если у тебя немножко, какие-то другие, то тебя могут и из студии, кстати, выгнать. Estadísticas del año pasado en Barcelona, el 90% de los hurtos con violencia fueron perpetuados por extranjeros. Y el 80% de los hurtos... ¿Pero también... qué dices? ¿Qué Pero es que son las- mentira? Chicos, Eso es mentira. Voy a retirar la invitación. Vamos a venir con todas las estadísticas. Tú te traes las tuyas y yo traigo las yo las traigo aquí, las tengo aquí, Venga, si quieres. perfecto. Pues las contrastaremos la próxima vez que... I'm stunned. Sono scioccato, francamente. È la mia You opinione. call me a liar? Sì. Mi ha chiamato un bugiardo? Però, facciamo una cosa. Cerchiamo di veramente mantenere... odioso. То есть вон тот вот этот вот называет Сакса лжецом, хотя Сакс просто говорит то, что видел лично он, да, этому заплатили 15, этому 20, причем не говорит какие-то там супер цифры, да. Допустим, Ярош увез в чемоданчиках, это было правда, не от американцев, а сама банда Януковича, я говорю так, банда Януковича тупых ослов, некоторые из которых сейчас смеют еще что-то квакать из России, отгрузила Ярошу 5 или 6, да, 5 или 6 единичек. Он их увез, а после этого опять все продолжилось. Но те же уже не могли сказать, Ярошу мы дали. Правда, говорят, Ярош поделился потом с окружением, да. Вот, то есть есть факты, а этот чудак на букву «М» говорит, нет, это все ложь. Professor Sachs, senza... Professore,
Il dibattito in Italia è molto acceso, a volte troppo, però diciamo, dica la sua, non si preoccupi, abbiamo superato. No, è acceso, ma è veramente scioccante. Chiedo scusa. Как там, Сакс был шокирован аргументацией. Ну, Сакс на самом деле был шокирован. Это я когда-то пришел в издательство, одно вонючее, «Лавангардия». Вот. И там чувак мне рассказал, что говорит, говорит, я поймал вас, потому что, говорит, проблема для прессы была больше всего при Януковиче, потом чуть меньше при Порошенко, а сейчас пресса свободна. И я смотрю в это тупое лицо, без тени интеллекта, и понимаю, что говорить там не о чем. Сакс, по всей видимости, понял то же самое. Lei... Can I ask the senator a different question? Posso fare un'altra domanda, una domanda diversa al senatore? Did Italy support... L'Italia ha sostenuto l'accordo Minsk 2? Ma non era nel quintetto, c'erano come le... Ну, дальше Сакс пытается ему объяснять по поводу Минска-2, что Киев отказывался от продолжения Минска, а Минск был путем к миру и так далее. Но, как я слышу, сенатор, я не знаю, может он сенатор, я не уточнял, кем Календула является сейчас, но я знаю, что он стремился в Европарламент и вроде как пролез туда, да. Он путает форматы, все остальное, но побольше выкрикиваний «Путин, Путин, la propaganda russa». La fermo un po' perché lui ha la traduzione, prego. Non è vero, non è corretto. It's incredible. È incredibile. Riscrive la storia come vuole. Allora faccia le sue guerre, senatore. Ecco. But you just... No, non è un bugiardo, ma non capisce. Lei sta dicendo, lei Non sa. non risponde a una domanda. Noi siamo stati tutti dipendenti dai russi fino al 2022. Perché lei dice che abbiamo messo la Russia nell'angolo come europei se compravamo tutto il nostro Sì, gas? chiara la domanda. Risposta del professor Sachs. Сакс говорит, да, что этот, ну, не то, что он лжец, он просто не понимает. Ну, то есть имеется в виду, что это просто тупой человек. Тупой человек, который, тем не менее, был министром. Да? Я не думаю, что это тупой человек. Это просто лжец. А для того, чтобы ложь звучала как можно более правдоподобнее, надо самому в нее верить. И тогда итальянец задает Саксу очень правильный вопрос. Молодец, да, такой логичный вопрос. Если до 2022 года Европа покупала дешевый газ у России, то зачем Европе нужно было, чтобы началась война и чтобы потом получить проблемы и не получать дешевый газ? Я думаю, на этот вопрос есть ответ. Фишка в том, что то, что делает Европа сейчас, это приводит к тому, что энергетические проблемы Европы усугубляются. Энергетические проблемы влекут за собой проблемы в производстве, поэтому все, что производит Европа, постепенно становится неконкурентоспособным. Посмотрите на авторынок Германии. Торба просто. А теперь немножечко цифр по отказу от российского газа конкретно для Италии. Немножко цифр. 40% электроэнергии производится на газовых электростанциях, поэтому Италия колоссально пострадала. Был рост цен, и он привел к скачку тарифов для бизнеса и населения в 3-5 раз в 2022 году, росту инфляции, снижению конкурентоспособности итальянской промышленности, особенно энергоемких отраслей, то есть металлургия, химия, стекло, керамика. Государство было вынуждено выделять десятки миллиардов евро на субсидии домохозяйствам и компаниям. Что сейчас у них? Цены на газ снизились, но все равно остаются выше, чем по старым контрактам с Россией. Италия добилась большей диверсификации, но экономически это намного дороже. В 2023 средняя цена газа для Европы была в 2 раза дороже, чем по старым российским контрактам. И можно, конечно, говорить, так а в чем тогда смысл Европы? А в чем смысл Европы? Вот всех шагов, которые сейчас делаются, в чем смысл? Ищем смысл в действиях Еврокомиссии. Еврокомиссия заявила, что они будут бороться с контрабандистами сигарет. Я сам, когда курил, покупал эти сигареты, находясь в Пабраде под Вильнюсом. И там в каждой избе, там избы такие покосившиеся, в них можно было купить минские сигареты. Они были дешевле в 3 раза, чем те, которые продавались официально. Да, это контрабанда. И с контрабандой, которую запускают на воздушных шариках, они будут сейчас бороться, привлекая стену дронов, проекты по миллиардам евро и так далее. Вы ищете смысл в действиях Еврокомиссии. Человек говорит, что не могли оплачиваться протесты, потому что, говорит, по которым это ложно. Во-первых, вам придется объяснить, как могли получить деньги миллионы людей. То есть
он делает вид, что он настолько тупой, что не понимает, что миллионам людей платить не обязательно никогда и нигде. Ты платишь тем, кто приводит 10 тысяч людей, ты платишь потом тем, кто отвечает за сотни людей, и потом десятникам уже намного меньше. Вот таким вот образом был просто логически загнан в угол обескураживающими контраргументами Джеффри Сакс. И вы еще немножко получили представление о том, что происходит в медиапространстве западного мира, конкретно Евросоюза. Понравилось? Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А то он, видите, весь мир обсуждает, как он загнал Джеффри Сакса в угол, а вы не видели. Пока.